Я вас приветствую на своем канале, с вами Валентина. Видео «Как подшить тюль». Прежде чем покупать тюль, вы должны знать свои размеры, высоту и ширину. Все зависит от вашего карниза и результат, какой вы хотите достичь. Тюль всегда берется в 2 раза больше, это точно. Ну а остальное уже на усмотрение. Ее можно взять и в 3, и в 4, и в 5 раз больше. Чем больше она у вас фалдит, тем интереснее она смотрится на окне. Но не забывайте, припуски на швы. Когда вы берете шторную ленту, берите к своему метражу еще сантиметров 5-10 плюсом. Купили мы тюль, и мы должны определиться с шириной, но мы должны ее обязательно перед пошивом выровнять. Это у меня вуаль, а это обыкновенная сетка. Есть еще органза. Вот где нет рисунка, вы на своей ткани делаете надсечку ножницами и смело рвете. У вас будет линия ровная. Но тюль есть с рисунком. Так вы разрез не сделаете. Не будете рвать, вам не даст рисунок. Это у меня, наверное, начало или конец рулона, потому что здесь не присутствуют цветы. Рисунок у меня простой, и можно запросто ориентироваться. Вот по этим завитушкам можно отрезать по прямой. Но так как это у меня край, и здесь узкое расстояние, самое узкое, я могу вот здесь сделать надрез и оторвать. Вот эта сетка у меня уйдет в шов. Но таким способом я выиграю только пару сантиметров. Если вы шторы покупаете на несколько окон, еще раз перепроверьте себя при покупке. И придя домой, обязательно промерьте метраж. Бывает так, что продавцы ошибаются, но не в нашу сторону. А то получится так, что вы, допустим, на 2 окна замерили по 3 метра, а другое получилось 1,5 почему-то. Шторы выровняли, теперь мы должны прошить бок. Смотрите, здесь такая у нас красота. О низе поговорим потом. Вот шов у нас от 0,5 до 2 сантиметров. Я делаю всегда 1 сантиметр. Вот я подвернула. Я не наметываю, не фиксирую булавками. Я прям под машинку. У нас получается вот такой хвостик. Если бы он был бы большой, допустим, можно было бы оставить. У меня получается маленький, как огрызочек. Я эту сторону подворачиваю вовнутрь и прокладываю строчку. Просто у меня будет вот здесь уплотнение небольшое, но зато край будет хорошо смотреться. Прошила бок. У меня одна без хвостика, другая с хвостиком. Низ у тюля бывает разный. Вот такая красота. Фестоны, утяжелитель и бывает обыкновенная. Просто кромка. По поводу утяжелителя. Некоторые мастерицы его отрезают, подворачивают и подшивают. Но я всегда его оставляю. В нашем с вами случае нам осталось сделать только шторную ленту. Мы замеряем высоту, прибавляем плюс, делаем на шторную ленту и пришиваем. Но если у вас простой низ с кромкой, у вас есть 2 варианта. Вы можете первым делом подшить низ и уже снизу сделать высоту и пришить шторную ленту. Но также можно пришить шторную ленту и потом уже от него делать замер от крючков до низа. Плюс подворот. Подворот низа у тюля, ну, как правило, тоже от 1 сантиметра до 4. Все зависит, какая у вас тюль. Я просто подворачиваю примерно на 2 сантиметра. Но у всех штор должен быть одинаковый подгиб. Не должно быть. Если у вас несколько окон, где-то вы низ подвернули на 1 сантиметр, а где-то на 4. Все должно быть идеально и хорошо. Шторная лента, она вся разная. Несколько рядов для петель. Одна и много-много. Это вы уже сами определяете. Есть капроновая, есть хлопковая. Хлопковую желательно проутюжить под мокрую марлю, потому что она в процессе, когда вы будете стирать шторы, она может дать усадку. Я у себя высоту не замеряла, сняла старую тюль и по ней сейчас буду делать высоту. И пользуюсь моментом, я вам покажу, какая у меня тюль. У меня на ней покаталась кошка, очень хорошо покаталась. В итоге она мне ее всю разорвала. Прям жалко. Единственное,
я могу ее использовать, вот этот вот рисунок, красивые здесь цветы, в дальнейших работах. А так, по идее, это просто утилизация. Когда кошка катается на шторах и сделала зацепки, можно, конечно, оставить. Но когда так покаталась кошка, она мне именно сказала: пора менять. Когда вы делаете замер штор, всегда вы делаете замер от крючков карниза. Но мне не столь принципиально. Это край моей тюли. Я беру и просто вот так вот до конца прогоняю. Вот мой замер. Сюда вставила булавку. Вот она, ширина моей шторной ленты. Все лишнее я должна отрезать. Как проще? Вы здесь также прикалываете булавку, замеряете эти излишки и отрезаете. Как я уже сказала, вот такую сетку мы можем просто сделать на отсечку и ее оторвать. Но так как у меня рисунок, здесь у меня по прямой идут цветы, я ткань не складываю в два сложения, чтобы быстрее было. Я в одно сложение, зато я точно знаю, что будет ровно. Осталось пришить шторную ленту. Вот эти веревочки вы слегка вытаскиваете, чтобы они у вас не попали в шов. Одна сторона гладкая, потому что некоторые мастерицы умудряются пришить изнаночной стороной, петлями вовнутрь. Проверяем наши петельки, подворачиваем хвостик. Опять же, у нас есть два варианта. Вот мы с вами сделали подгиб. Этот хвостик мы можем заправить вовнутрь, да, и пустить строчку. Она будет там у вас внутри. Можно просто сделать подгиб и прошить. Сначала вы проходите по одному краю и по другому краю. Можно здесь оставить кармашек, когда вы будете стягивать веревки, чтобы вы завязали узелок и убрали вовнутрь. Но это больше относится к портьерным шторам. Если вы делаете без карманов для веревочек, вот я проложила строчку по прямой, сюда я не захожу пока что, оставляю так, как есть. Если я сейчас сразу одним швом прошью сюда бок и буду прокладывать эту строчку, иногда бывает смещение. Я пока что оставляю. И с другой стороны, в начале строчки мы всегда делаем закрепку. У меня, видите, тоже не пришито. Сейчас я отсюда дохожу до угла и иду по прямой. И потом также раз и закрываю. Все, сшили мы тюль. Шторная лента у меня отлично легла. Никаких перепадов нет. Все ровно, чисто и аккуратно. Если у вас широкая лента, они бывают разные, то вам надо делать еще дополнительную строчку в середину. Может быть, 2 строчки еще дополнительно. Ориентируйтесь по шторной ленте. Еще такой момент. Если вы новичок, никогда раньше не шили, но решили шить, и вы не умеете сразу шить под машинку, то тогда сделайте трафарет, какой вам надо, и проутюжьте. И теперь давайте подведем итоги. Время у меня заняло полчаса, при этом я снимала видео. Вот моя штора, высота 2,50, 3,3. У нас во всех объявлениях пошив штор стоит 220 рублей погонный метр. И вот теперь умножьте. 2 высоты, 2 ширины, у меня получилось 11 метров. И 11 умножьте на 220 рублей. И посчитайте, сколько же вы сэкономили. Своими силами сшили за полчаса шторы. Даже если я не подшивала низ, хотя у многих низ надо подшивать, у меня получилось 8 метров. 8 на 220 это уже 1800 примерно работу стоит. Девчонки, учитесь шить. На этом все. С вами была Валентина. Пишите комментарии, заходите в гости, пройдитесь в описании. Там будут ссылки на Дзен, на Рутуб. Заходите в гости. Мы с вами не теряемся. Пока-пока.